Кей-поп, как и любое другое массовое и популярное явление, за годы своего существования оброс огромным количеством слухов, теорий заговора и мистификаций, от нелепых и абсурдных до довольно тревожных и пугающих. Но что, если я скажу вам, что не все из них являются выдумкой, и некоторые истории, которые звучат как мрачные домыслы фанатов, на самом деле являются правдой хотя бы отчасти? Всем привет, вы на канале Брауни, и в этом ролике я расскажу вам про два по-настоящему страшных случая из истории крупнейших кей-поп-компаний SM и YG Entertainment, которые произошли на самом деле, но многие фанаты до сих пор считают их лишь теориями заговора. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к теме ролика, я хочу напомнить вам, что лето, которое так незаметно подкралось, уже в самом разгаре, а для лучших летних прогулок, загородных поездок, дождливых вечерков у окна, да хоть для походов в магазин за мороженым обязательно нужен саундтрек. И здесь никак не обойтись без Spotify, ведь только с ним вы сможете насладиться всеми летними хитами и новинками безо всяких дополнительных хитростей и ощутить полную свободу выбора. А оформить подписку вам поможет Spotibot, надежный сервис, который работает уже 4-й год. Все, что вам нужно, через Telegram-бота выбрать подписку на 3, 6 или 12 месяцев, как на старый, так и на новый аккаунт для себя или в подарок другому человеку. В отдельном чате вы можете ознакомиться с отзывами, которых уже огромное множество. Ну а если возникнут вопросы, вы всегда можете связаться с техподдержкой. Ну а специально для вас до 30 июля будет действовать скидка на подписку 15% по промокоду «Заговор». Просто нажмите кнопку «Промокод» при оформлении подписки и введите его. Он активируется автоматически. Так что скорее переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране, чтобы не упустить скидочку. Оплатить подписку можно через СБП или любым другим удобным для вас способом. Пара простых действий, и вся актуальная зарубежная музыка уже у вас в наушниках. Спасибо, Spotibot, ну а мы поехали! Возможно, бороздя просторы интернета, вы натыкались на информацию о том, что где-то в начале десятых годов в SM стажировались два трейни, которые покинули этот мир, так и не дебютировав. Кто-то говорит, что они были братьями, но их имена, как и причина гибели, всегда разнятся. Одни пишут, что стажеры скончались от истощения, другие, что это был их собственный печальный выбор. В сочетании с рассказами о призраках, якобы обитающих в здании SM, эта история кажется не более чем жуткой выдумкой, страшилкой, которая не имеет ничего общего с реальными событиями. Ведь ее в основном обсуждают на Reddit и в других соцсетях, а SM Entertainment никогда не делали никаких официальных заявлений на эту тему. А если компания молчит о каком-то событии, это означает, что его не было. Так ведь? Несмотря на то, что достоверной информации по этому делу крайне мало, я собрала по крупицам доказательства того, что эта история реальна. Это Джулиан и Джей Лонг. Реальные братья, чья трагическая история превратилась в жуткую байку. Они родились в Канаде в семье китайского происхождения и скончались в один день, 6 июля 2010 года, когда Джулиану было 23 года, а Джею 19 лет. Они похоронены вместе на кладбище Маунт Плезант в Торонто. Джулиан, судя по всему, действительно стажировался в SM Entertainment. Предположительно, он прошел прослушивание в SM в Торонто в 2006 году. Вероятно, это было то же самое прослушивание, которое прошел Генри Лау, один из бывших участников Super Junior, сейчас гораздо более известный как сольный артист. Известно, что это прослушивание прошли всего 2 из 3000 претендентов. Первым был Генри, а вторым, вероятно, был Джулиан. Помимо Генри, Джулиан был близок с Эмбер из группы FX. В кредитах к первому полноформатному альбому FX «Пиноккио» Эмбер упомянула Джулиана. «Джулиан, я бы хотела, чтобы ты был здесь и мог видеть это. Спасибо за все. Очень сильно скучаю». Это не единственный момент, когда Эмбер упоминала Джулиана в своем творчестве. Ее песня «Lately», выпущенная в 2022 году, вероятно, также была посвящена ему. Lately I've been missing you in a way. В начале официального видео к песне вы можете увидеть такое сообщение. «Джей, я надеюсь, что ты хорошо отдыхаешь.
Спасибо за воспоминания. Я скучаю по тебе каждый день. По словам самой Эмбер, эта песня является письмом ее лучшему другу, который отнял у себя жизнь, когда ей было 18 лет, то есть в 2010 или 2011 году. Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что песня была посвящена не Джон Хёну из Shiny или ее коллеге по группе FX Solly, чье настоящее имя Джен Ри также начинается на букву J, а кому-то еще. И, честно говоря, от мысли о том, скольких друзей потеряла Эмбер, становится невероятно грустно. Джулиан и его брат Джей ушли из жизни в один день, что в первую очередь наталкивает на мысль о каком-либо несчастном случае, например, автомобильной аварии. Но если песня «Lately» действительно была посвящена Джулиану, то, исходя из информации в посте Эмбер, мы можем сделать предположение, что он ушел из этого мира самостоятельно. Но что же тогда случилось с Джеем? Информация о Джее еще меньше, чем о Джулиане. Нет никаких подтверждений того, что он стажировался в СМ вместе с Джулианом или вообще был каким-то образом связан с компанией. Однако мне удалось найти пост, посвященный Джею, который был написан 16 июля 2010 года, через 10 дней после официальной даты смерти братьев. Конечно, пост в сети не является доказательством, но если написанное в нем правда, это означает, что они с Джулианом действительно приняли решение попрощаться со своими жизнями в один день. Остается лишь догадываться, что могло подтолкнуть их на это и насколько ужасной была их ситуация, если им удалось найти только такой выход. Возможно, на момент смерти Джулиан и Джей уже не были стажерами СМ. Возможно, они не смогли справиться с тем, что их мечта дебютировать не сбылась, а может быть, ситуация, в которой они оказались, и вовсе не была никак связана со стажировкой в компании. Я не хочу строить догадки о таком печальном событии, но все же, если в этой истории нет вины СМ, то почему о братьях так мало информации? Так или иначе, их история не является теорией заговора. Это реальная трагедия, о которой мы по какой-то причине почти ничего не знаем. Пока не знаем. Обычно, когда мы говорим, что артист куда-то пропал, мы имеем в виду, что он перестал выпускать музыку, пропал из медиапространства, ушел из индустрии и все в таком духе. Например, как это было с Ори, девушкой, которая получила в свой адрес огромное количество критики и негатива после неудачного дебюта и скрылась с глаз общественности на долгие годы. Но иногда люди просто пропадают без следа, и знаменитости не являются исключением. История исчезновения, которая больше похожа на очередную мистификацию, произошла с одним из артистов YG. Томас Перри Борха, более известный как просто Перри, родился в городе Окленд в Калифорнии 12 ноября 1971 года. С раннего возраста Перри увлекался хип-хопом, брейк-дансом и диджеингом, что было очень популярно в той среде, в которой он рос. Затем получил пулю от члена банды, а после переехал к родственникам на остров Гуам. Там он начал работать диджеем, читать рэп и вскоре стал местной знаменитостью. Однажды Шон, участник дуэта Джинушон и друг Перри, попросил его помочь ему в написании его дебютного альбома. Потом познакомил его с Ян Хён Соком, и все завертелось. Так Перри стал главным продюсером YG Entertainment во времена становления компании, сыграв ключевую роль в формировании фирменного звучания лейбла. Он продюсировал музыку для Джинушон, участвовал в качестве приглашенного рэпера на альбомах самого Ян Хён Сока и работал над первым альбомом YG Family. Когда Перри заметили иностранные музыканты и предложили ему дебютировать в США, он отказался, выразив свою лояльность YG и желание продолжать работу именно в корейской хип-хоп-индустрии, после чего в 2001 году он выпустил свой собственный дебютный альбом. В течение следующих нескольких лет Перри был одним из самых влиятельных южнокорейских продюсеров и, можно сказать, наставником для Тедди Пака, вместе с которым они работали над музыкой артистов YG, включая ранние треки Big Bang.
Но несмотря на огромный вклад Перри в корейскую музыкальную индустрию, со временем его деятельность в YG начала сокращаться, а с 2010 года прекратилась полностью. Последней работой, в которой Перри принимал участие, стал третий японский альбом Big Bang. YG не выпускали никаких официальных заявлений о статусе Перри или о его уходе из компании, а его имя перестало упоминаться в их отчетах с 2013 года. Срок действия его контракта с YG должен был истечь в 2015 году. В 2021 году некто, предположительно племянник Перри, заявил, что последний раз продюсера видели в Лос-Анджелесе в 2010 году, и с тех пор о нем не было никаких новостей, а также, что он сообщил о его пропаже в Госдепартамент США. Он также заявил, что если бы Перри вернулся на Гуам, то об этом, скорее всего, уже узнал бы кто-то из его родственников, так что никто даже не знает, в какой стране он может находиться. За последние 15 лет никто ни разу не видел Перри. Он не появлялся ни на каких важных семейных мероприятиях, таких как похороны. Он просто бесследно пропал. В лучшем случае он по какой-то причине решил оборвать все связи, включая связи с компанией и даже с собственной семьей, чтобы начать новую жизнь. В худшем случае его уже нет в живых. Возможно, никто никогда так и не узнает, где и как он провел последние 15 лет. Возможно, его исчезновение никак не связано с YG, но почему тогда компания молчала о пропаже сотрудника, чей контракт на тот момент был еще активен? А если Перри все эти годы действительно находится в бегах, старательно избегая любых появлений на публике и даже контактов со своими родственниками, мог ли серьезный конфликт с компанией послужить тому причиной? Нам остается только догадываться. Я надеюсь, что загадка о том, что же произошло с Перри, однажды будет разгадана, и мы узнаем правду о нем. Пишите в комментариях ваши предположения и мнения об этих историях, а также не забудьте поставить лайк под этим видео и поделиться им с друзьями, если оно было для вас интересным. Заходите в мой телеграм-канал по ссылке в описании. Там мы обсуждаем самые главные новости и новинки индустрии. Ну а у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до следующего ролика. Пока-пока.